Итак, крипторынок сильно штормит. США атакует Иран, Израиль воюет с Ираном. Сейчас уже вроде как война подходит к концу, 12-дневная война закончилась, поэтому мы видим хороший отскок. Но что же будет дальше? И вообще какой план? И что я делал, когда были сами эти действия военные? И что я буду делать дальше? Сегодня мы все это рассмотрим. Еще посмотрим на портфели, которые ранее были собраны для примера. Там низкий риск, средний риск, высокий риск. Посмотрим, что с ними стало и вообще, актуально ли сейчас портфельное инвестирование. Поехали. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей Гирба, и сегодня мы разбираемся с рынком криптовалют. Но перед тем, как начнем, подпишитесь обязательно на этот канал, поставьте лайк, подпишитесь на телеграм-канал. В телеграм-канале сейчас я еще публикую сделки, которые делаю на фьючах на бирже BuyDefi. Так что, кто за мной следит, тот уже забрал несколько хороших сделок. И сейчас мы смотрим, какие еще сделочки можно провернуть, чтобы заработать на текущей волатильности. Потому что когда идут такие военные действия или какая-то геополитика, рынки штормит, самое время зайти на фьючи и немножко полудить. Итак, у нас была хронология событий, что Израиль внезапно напал на Иран, и потом США к ним присоединились. И, собственно, рынки отлетели в моменте. До того, как это все случилось, я свои позиции подстраховал, в личном портфеле я вообще все перевел в стейблы, поэтому эту просадку я не ощутил, и я просто закупил монеты ниже обратно. То есть я часть монет вернул, еще добавил, но мой личный портфель я обсуждаю только в приватке. То есть в приватном канале я там реал-тайм говорю, какие действия совершаю и на фьючах, и на споте. Кто за мной следит, тот в курсе, тот знает. Вообще, если так посмотреть, то этот цикл у меня идет хуже, чем предыдущие, потому что он реально меняется, реально стало сложнее как-то, нужно быстрее ко всему адаптироваться, а я, может, уже как к третьему циклу постарел и уже не успеваю за всем этим. Ну, кто так же, пишите в комменты. Но у меня сейчас портфель в плюсе примерно на 27%. Это в среднем выше, чем у людей по рынку. Считаю, это все-таки тоже неплохой результат, хотя бы не слил, еще сохранил, и есть небольшой профит. Конечно, не иксы иксов, но что есть. Ну а теперь давайте перейдем, посмотрим на портфели, которые для примера собирались в разные моменты времени, что с ними стало и вообще какая есть у них актуальность. Итак, первый портфель, который мы рассмотрим, это портфель среднего риска, который был набран еще в апреле 2024 года, и мы видим сейчас, что по нему просадка существенная 42%. Здесь этот портфель, я его называю для себя как мониторинг рынка среднего по больнице, потому что у кого не спрошу, вот в среднем у людей примерно сейчас минус 50, минус 60%. Потому что набрали L2, набрали все, что по тренду, все, что говорили блогеры. Соответственно, все, что набрано было, оно вот сейчас здесь и укаталось. Здесь единственное, что выросло с тех времен, это Пепе. Но остальные монеты, ну, Solana хорошо держится, Онда еще держится. Даже эфир вот был набран тогда по 3,144, а он сейчас 2,5 примерно. То есть даже эфир отлетел. Ну, что уж говорить про всякие там Старкнеты, Апексы. Апекс вообще там улетел, укатался. Но про него у меня был отдельный ролик. Я из него успел хорошо выйти, где-то около 0,7. Поэтому укатался и укатался. Но этот портфель я не трогал, то есть он был собран для примера, вот что будет, если вы берете, по трендам набираете и ждете, то есть альт-сезона. И видим, что чудес не случается. И нужно быть более гибкими. С учетом того, что очень много криптовалют появляется, невозможно, чтобы все пампилось. И еще каждый день добавляются новые и новые криптовалюты, новые проекты выходят. Поэтому сейчас, видимо, расти будет только то, где есть внимание. Или что-то новое, что-то такое, куда еще не засела толпа. А эти все монеты, да, они, может, и подрастут, там, может, пару иксов дадут, когда будет всеобщий альт-сезон, но они уже как старички рынка, и никому они не сдались, не нужны. Молодые туда не пойдут. Ну и самые монеты, которые отлетели, это Starknet и Apex. Starknet минус 90% с доллар 16, и Apex отлетел после разлоков вообще до 0,1 он падал в моменте. Сейчас немножечко отрастает. И вот исходя из общей этой картины, этого портфеля,
я думаю, что он уже не выкарабкается. То есть этому портфелю, скорее всего, придется закрыться либо в ноль, либо в небольшой профит, когда будет все зелененькое, но он уже не даст тех иксов, которые изначально по нему планировались. Это просто нужно, наверное, принять как данность. Потому что, ну да, окей, может эфир вырастет до 10-15 тысяч долларов, но всякое остальное, оно может отлететь, никуда особо не вырасти. И за счет там одной-двух монет этот портфель хоть как-то вырулится, ну и зафиксируется, когда я буду в целом выходить из рынка, я закрою все портфели как есть. Но сейчас я пока не выхожу, потому что по моей стратегии еще не время для полного выхода с рынка. Можно делать ребалансы в процессе, но вот чтобы прям выйти полностью, ориентировочно я где-то смотрю на январь 26 года. Кто за мной следит, тот знает, что я ориентируюсь на модель Stock to Flow. И по этой модели мы сейчас видим, что сейчас начинаются салатовые точки, как это было вот здесь и здесь. То есть когда салатовые точки, потом начинается финальный забег роста. Расчетная модель у биткоина около 350 тысяч. То есть, если будут какие-то прям пиковые значения на эйфории, то может улететь за 400. То есть, это прям супер идеальная картина. Более консервативная это 200-250. И у нас здесь небольшой промежуток времени, который остался для реализации вообще этого всего плана. То есть буквально до начала 26 года. И основные действия, я думаю, будут происходить как раз-таки осенью, зимой этого года. А летом еще может быть тряска, болтанка, какие-то манипуляции. Как мы видим, сейчас война началась, война закончилась. Трамп, видимо, сначала встал в шорт, потом в лонг. BlackRock закупается эфиром. Кстати, да, вот эфир очень хорошо закупает BlackRock сейчас. Если раньше они прям биткоин сильно очень откупали, то сейчас они еще переключились на эфир. Поэтому эфир, скорее всего, тоже рано или поздно бустанется, когда они наберут свою позицию. Теперь посмотрим на портфель высокого риска. Он набирался, для примера, когда был слив в феврале 2025 года в начале. И здесь мы видим, что в принципе весь портфель вытащил Subsquid. Кто за мной следит, тот знает, что про Subsquid я давно уже говорил, и спокойно могли зайти по 3-5 центов, ну и дальше уже фиксироваться почти на x10. У меня вышло среднее, что я брал Subsquid по 5 центов примерно, а фиксировался я по 25. И вот последнее, как раз перед тем, как начались боевые действия, я фиксировался, последний остаток у меня оставался по 20 центов. И сейчас я ставил ордер на 0.11, чтобы откупить его обратно. Но так как война закончилась, можно, в принципе, взять по рынку. Я где-то по 14,8 взял обратно позицию. Так что этот актив дал нам очень хорошую прибыль. Думаю, он еще себя может проявить. Другие здесь монеты в этом портфеле, они отлетают. Арк не оправдал ожиданий. Культ тоже укатался аж на 76%. Вот про Гарри Поттер, Обама, Соник Ину тут отдельная тема. Он ходит в диапазоне, и он очень может быстро вырастать и падать. Соответственно, мне этот актив приглянулся, там сидят киты, и какого-то прям крупного движения по нему еще не было. И сейчас вот цена где-то 6 центов. Отличная цена. Сейчас с него опять я перезашел, и мы смотрим, как он будет расти. Скорее всего, если эфир полетит вверх, то и биткоин этот тоже стремительно пойдет вверх. Ну, как минимум 10-15 центов. Дальше будем смотреть в идеале до доллара. Если будет прям хайп, эйфория. Здесь еще отметим проект AVAX. На него тоже очень часто внимание в США обращается, туда много инвестиций идет. Он, конечно, сейчас отлетел, но он очень волатильный и также быстро может догнать и где-то долларов 50-60 стоить. Solana, ну, Solana это сейчас как все для мемов, то есть мемный блокчейн. Там сейчас вся движуха происходит. Кстати, если мемами торгуете, то есть терминал Alpha One в Телеграме у меня есть. Там можно ставить ордера, покупать эти шитки на микрокапах. Есть ребята, которые реально там собирают иксы, закидывают 10 долларов, получают 100, и так по кругу повторяют и повторяют. Ну, довольно интересная такая своя ниша. Тоже как-нибудь углублюсь еще сильнее и попробую. Еще в этом портфеле неплохо держится Bittensor, Tao. Я у себя в портфеле его набирал, у меня точка входа была ниже, где-то 250. Сейчас он 350 стоит.
И вот за ними, я думаю, тоже будет будущее. Плюс сабсети на ТАО, то есть токены внутри ТАО. У них сейчас капитализация низкая, там 5-10 миллионов, но наверняка они будут хайповать осенью-зимой. Поэтому к ним можно будет вернуться в июле-августе, промониторить, зайти в какие-нибудь подсети и там собрать прибыль. Ну, Virtual — это AI-агенты, хайповая тема. Вообще, я думаю, это больше, чем крипта. Поэтому хайп будет продолжаться. Все, что связано с AI, также будет расти. Ну как, не прям все, а только достойные, хорошие проекты, которыми будут пользоваться. Например, тот же Subscript, его используют для того, чтобы предоставлять данные для всех этих агентов и прочее. Поэтому он востребован, он нужен, и думаю, будет дальше использоваться. Не зря его добавили на Coinbase, на Binance он появился на фьючах, по-моему, на споте он на Binance еще не появился. Но все больше и больше листингов, поэтому проект развивается, за ним тоже будем следить. Ну и этот портфель в целом, он в просадке на 22%. Он набирался в тот же момент, как и портфель низкого риска, к которому сейчас перейдем, это вот в феврале. И вот кто в феврале брал, если он брал вот такие вот рисковые монеты, как я тут показывал, то он где-то минус 22%. Даже лучше, чем портфель среднего риска, который довольно давно был набран. Ну и теперь перейдем к портфелю низкого риска. Ну и что здесь сказать? Просадка всего 6%, то есть это на то он и низкий риск. Здесь всего три монеты: биткоин, эфир и Solana. И вообще, вот если так откровенно посмотреть на крипторынок, кроме этих монет, все остальное мусор. То есть биткоин — понятно, эфир — понятно, Solana тоже. Все остальные проекты — это просто могут отлететь и замениться новыми проектами. А эти три, они уже устоялись, они показывают положительную в целом динамику, используются. Институциональные инвестора в них тоже заходят. BlackRock сейчас покупает биткоин, эфир покупает по Аркхаму, если даже смотреть просто на сотни миллионов долларов. И я думаю, они также скоро переключатся еще и на Solana. Потому что Solana — это у них как драйвер шитков, очень много там активности, много ликвидности, это рынок США, поэтому там происходит все веселье. И новенькие, кто будут взлетать, они будут взлетать во всякие мемы на Solana, чем будут покупать тот же там биткоин по 100 тысяч, который кажется дорого. Но институционалы зайдут в биткоин по 100 тысяч, продадут по 300, сделают свои миллионные, миллиардные прибыли и будут довольны. Так что такие вот дела. Мы видим, что в принципе портфельное инвестирование сейчас уже не особо-то актуально. Нужно быть гибкими и просто заходить в то, что именно сейчас вот новое появилось, новое зашло, какие-то тренды. Зашел, прокатился, зафиксировался, переложился. То есть эта стратегия сейчас работает лучше всего. Лучше, чем что-то купил, ждешь, оно вырастает, потом ты опять смотришь, как у тебя просадка. У меня вот в портфеле, ну, из-за этого, да, не такие высокие прибыли, потому что я делал, как делал раньше, но при этом все равно немного модифицировал стратегию, заходил хотя бы во всякое новое. И появился тот же Subsquid, Tao, там хорошие монеты, в которые я зашел, и они забустили меня. Поэтому я все-таки переключил внимание и там отказался от L2, например. И поэтому хоть как-то за счет прошлого опыта я смог совладать с собой и быть в плюсе. Но многие повторяли все как есть, как в прошлые разы, слушали просто про портфельное инвестирование классическое, когда по всем секторам раскидываются. Но в крипте это сейчас так не работает. То есть сейчас не нужно собирать какой-то там портфель из кучи альткоинов. То есть можно взять в моменте альткоины, только те, на которые вы точно знаете, что в них вы уверены, они будут действительно применимы где-то, они более новые, может, не так у всех на слуху, но они вам и как раз дадут больше всего прибыли. Ну и пока идет волатильность, я вот на бирже BuyDefi балуюсь тут фьючами. Здесь как получилось, что когда я зарегистрировался на бирже, пополнил депозит, мне дали бонусы. Я что сделал? Я вывел все, что пополнил, то есть поставил только бонусы. И эти бонусы, которые мне дали, это было $75. Я начал на них торговать. А эти бонусы действуют всего там 3 дня, потом их отнимают. То есть их можно использовать как маржу, можно открывать на них позиции, но потом они сгорают. Ну, я что сделал? Я начал торговать, шортанул там, по-моему, монетку Alt хорошо, потом эфир шортил. И так получилось, что как раз удачно
позиции заходил, все делал, и у меня эти бонусы забрали, $75, но у меня на балансе осталось уже плюсом еще около $100. Из них я попробовал тут запустить бота не очень удачно, он мне $40 слил просто. А сейчас вот несколько подряд сделок уже совершил, и можно сказать, я на бесплатные деньги, которые предоставила биржа, раскачиваю депозит вообще с полнейшего нуля. То есть у меня был ввод на биржу всего $500, вывод $500. Все, я все, что ввел, то и вывел. А сейчас то, что на бирже осталось, оно вот постепенно растет. И у меня как здесь сделано, что я захожу на 10% от этого депозита, который тут торгуется, в какую-нибудь позицию. У меня сейчас вот такая тактика. Не знаю, к чему она приведет. Я здесь ставлю и стопы, и тейки, но тейки я стараюсь не жадничать. Если вижу хорошее движение пошло, то забираю сразу. И сейчас у меня вот депозит, он сколько сейчас, посмотрим, $183. То есть это вот буквально вообще с нуля долларов. То есть я закинул 500, вывел 500, мне дали 75 бонусных. И на них я начал торговать, потом у меня 75 бонусных забрали, и вот постепенно депозит вот растет. Посмотрим, возможно ли вообще раскачать так вот на фьючах. Потому что фьючи это все-таки высокий риск, но сейчас волатильность на рынке, можно попробовать воспользоваться, поучиться трейдингу. И вот сейчас у меня здесь запущена сделка, о ней я тоже в телеграм-канале написал, поставил здесь стоп, тейк, жду, когда будет реализация. Здесь, конечно, довольно странный такой прямолинейный график. Ну, посмотрим, к чему это приведет. И что будет? Допустим, если сработает стоп, я потеряю там где-то около, наверное, $30-40, у меня на балансе будет 140. Так? Соответственно, если я потом следующую позицию открываю, я буду открывать ее с маржой $14. Вот такой у меня подход, что я буду 10% от депозита загонять в сделку, ставить стоп, тейк и смотреть, что из этого выйдет. Но сделки будут не такие, может, частые, но они будут именно там, где больше хотя бы уверенности, что она пойдет в нужном направлении. Ну а кому хочется тоже зайти на эту биржу, получить бонусы, есть ссылки в описании, QR-код, можете переходить, регистрироваться и следить за мной в телеграм-канале, смогу ли я раскачать этот аккаунт или нет, или все сольется в итоге, как это обычно бывает на фьючах, ликвидация где-то за углом. Вот такая у нас ситуация на крипторынке. Большинство участников рынка сидит в минусе, засаженные в L2. Кто посмышленнее, они уже там заработали. Новички некоторые вообще, которые залетели, сделали там уже состояние на мемах. Поэтому следим дальше, что будет. Смотрим за геополитикой, будут ли еще какие-то войны, нужно ли будет принимать какие-то экстренные решения по портфелям. А так, в целом, все идет по плану. То есть план примерно был долгосрочный сделан у меня, я по нему и двигаюсь. Даже если я не соберу там на 10 иксов там свой портфель, если я заработаю поменьше, ну ничего страшного. Значит, вот так вот увидел рынок, так его прочитал и настолько вот смог заработать или не заработать. Криптовалюта– это риск. Не забываем про это. Всегда все анализируем, страхуемся и не заходим на кредитные деньги. На сегодня у меня все. Ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на YouTube канал и на Telegram канал. Желаю вам всем профита и до новых встреч.